Всем привет! Сегодняшний выпуск начинаю не из двора, там сейчас вообще невозможно находиться. Пчелы собрались и митинг устроили, требуют хлеба и зрелищ, так что и из дома даже не выйти. О, ладно, зайду в другой раз. Я вчера с ними практически целый день провозился. Уже окончательно посмотрел, сократил гнезда, и до весны можно будет к ним не лезть. Так, некоторые рамки у некоторых лишние позабирал еще. Скорее всего, недовольны таким моим решением. Утром прилетели и начали требовать возвращать все назад. А если серьезно, те рамки, которые я у них забрал, вытряс меда еще литра 2-3 и выставил им, чтобы облизали. Ну и пока они там во дворе отвлекаются, я тут у них под носом фацелию собираю. Ну а точнее пытаюсь. Тут она, как и все зерновые после того урагана, слегла, потом заросла травой и практически ее и видно не было. Вон одна американка только пустилась. Ну хотя день-иде еще цветочки появляются, еще цветет. Пчелы мои на нее не летали, нектар не собирали, но все равно попробую собрать, чтобы вернуть хотя бы то, что посеял. Ну а в следующем году попробую уже посадить ее, чтобы она цвела не одновременно с липой, а тогда, когда взятка основного нету. Ну а семена, хоть уже и поздно собирать, так как давно все отцвело, но все же в последних соцветий еще есть. Семена фацелии очень мелкие и ничем практически не отличаются по размерам от сорных трав. Поэтому с помощью молотарни молотить не будешь. Ну, в принципе, можно было по такому же принципу, как и я делал с ячменем и с овсом, скосить это все, смолотить, а вот только потом, как ее отделить от других семян. Ну, с зерном-то проще, там они побольше намного, раза в 2-3, и можно было это делать с помощью ветра, либо с помощью каких-нибудь сит. А с фацелией так не сделаешь, поэтому и собираю ее вручную, отдельно в мешок, потом палкой вымолю, ну и просею уже остатки. Так и не нужно будет отделять от других. Ой, дождь какой-то начинается, хотя передавали только с завтрашнего дня, но с погодой не поспоришь, да и, как говорится, синоптики ошибаются один раз, но каждый день. Шадаун уже собирается домой убегать. Ну, а я еще, может быть, чуть-чуть успею собрать, а то не так и много. А после дождя не факт, что и получится. Может быть, так, как и с горчицей, ту, которую возле гречки сеял. Она-то вроде бы созрела, и семена были хорошие. Но в момент, когда пришло время убирать ее, задождило. И пока неделю шел дождь, она прямо в этих стручках и сопрела. В итоге ничего с ней не сделала, только скосил под ноль, пустил на мульчу. Ну, а если все же пчелы не начнут с нее мед брать, то от семян толка никакого не будет. Потому что как сидиря тогда тоже себя не очень-то хорошо и показала. Росла невысокая, массы немного было ее, хоть и посеяно довольно густо. А с этой стороны было пореже, так как семена уже заканчивались, если помните, как сеял. Но разницы практически никакой. Да и, как видите, с сорняками вообще и не справилась. А семена довольно-таки дорогие, если покупать. Проще другие какие-нибудь культуры, более обильной массы. Сразу пошли домой. Вынес им и медогонку облизать, ну, чтобы медь
меньше мыть было. В начале видео я вас обманул немного. Говорил, что на этот раз у пчел забрал 2-3 литра меда. Ну а по факту получилось только чуть больше одного. Походу я тоже, как и большинство, склонен к увеличению размера. Ну, брал информацию из интернета. Там написано, что в целой запечатанной рамке 3-4 килограмма меда. Ну а по факту получилось чуть больше 1,5. Да и то большинство по стенкам размазано. Ну и в итоге за этот сезон в начале весны у меня было 4 семьи. Ну, ту первородную, которую в кустах я не беру. Она как была в таком виде, так и до сих пор стоит, и мы не лазим. Так вот, из 4 семей удалось собрать 8 литров сейчас и 5 литров весной. И это без преувеличений, потому что я там у них забрал чуть больше 5 целых запечатанных рамок. То есть 13 литров. И к концу сезона, без учета той первородной семьи, у меня сейчас получается 13 семей в 13 новых ульев. Ну, пчелы не цыплята, по осени их не считают, перекличку будем весной делать. А и сейчас попробую их, разбери, кто из какой семьи. Вон они здесь в центрифуге все перемешались. Хорошо, хоть она от деда осталась, как и некоторый другой пчелиный инвентарь. А так бы пришлось прилично потратиться на их приобретение. Да и так, за этих 15 месяцев, что я здесь нахожусь, в пчеловодство уже инвестировал 1152 рубля. Ну, это где-то около 360 долларов. Ну, а прибыли получил всего лишь 13 литров меда. Но, как я и сказал, это инвестиция, которая, по идее, окупится с лихвой. Ну, а основная ее часть пошла на изготовление новых ульев. Если пересчитать на один улей с пчелосемьей и ее потенциал, то не такие большие инвестиции получились. Ну, судите сами. По факту у меня сейчас есть 15 комплектов новых ульев с рамками и 15 пчелосемей. Но это с учетом первородной, которую нужно было пересадить в новый улей. Ну, еще есть мой район, который залетел в старый соседский улей, который не успел пересадить. И получается 1152 рубля делим на 15, это меньше 80 рублей, то есть меньше 25 долларов.
аж дрифтанул в конце. Здесь зерванина тяжело дается фрезе, еле берет. Ну хорошо, хоть дождик прошел, немного смочил землю, а так вообще нельзя было влезть. Не знал, когда и начать фрезеровать, а тут промочилась, слегка мягче земля стала. Да и думал еще, как обработать землю, чтобы лучше было. Осенью здесь целину поднимал трактор и сделал рядки короткие, а до конца не допахал. Ну, на весну я их удлинил метров по 8-10 с помощью фрезы. Ну и потом время показало, что эта идея была не очень-то и хорошая, так как на этих участках трава шуганула намного быстрее и в рост далась, и быстро все посевы заглушила, что я их даже и не скашивал, когда убирал зерновые, а уже потом на мульчу так склонялся сделать это традиционно, с помощью плуга все запахать. Там возле дома, возле пчел, где фацелия росла, основной сорняк — это американка, а его запахивай, не запахивай, все равно не избавишься, пока все семена, которые в земле, не обойдут. Да и к тому же однолетний сорняк лучше с помощью фрезы, как и сидират, сразу на удобрение опустить. Ну а здесь, на этом поле, преобладают многолетние сорняки, и в основном пырей, и получается, что фреза его только делит на кусочки и размножает. Плугом пройтись получится в принципе то же самое, только что куски корней будут больших размеров, и это лишь простимулирует пырей для дальнейшего роста. Ну а чтобы он погиб и перестал расти, это сантиметров на 25 его нужно захоронить. Моим плугом точно так не закопаешь глубоко, да и бессмысленно это все, потому что на такой глубине здесь только песок да камни. Вывернешь это, и вообще все перестанет расти, будет солнцем спаливать. Сделать так, как я сделал на том участке возле пчел, пробежаться кошкам корни, которые выворачиваются, пособирать здесь не будешь. Участок раз в 10 больше, это неделю придется бегать, да и вывезешь потом этих корней в воза 2. Ну а химию использовать тоже не хочется. Закон сохранения материи никто не отменял, и она останется в земле только в других состояниях. Ну, можно, конечно, с помощью агротехники это еще сделать. Культиватором, либо бараной, как делали наши предки. Но тоже не хочется. Вместе с пыреем другая органика выгребется, и потом упадет плодородие земли, повышать его придется несколько лет. Ну а так оставлять тоже не будешь, они будут мешать развиваться основным культурам. Так я решил с ними бороться таким методом. Прошелся фрезой на минимальную возможную глубину, посрывал дерван и повытаскивал корни наверх, подождал полдня, чтоб их солнцем подсушило. Сейчас повторю эту процедуру, только возьму чуть поглубже, чтобы достать все корни, которые пониже, и снова буду ждать, пока они высохнут. Ну а потом уже заделаю их фрезой глубоко и засею здесь все горчицей, чтобы она не давала этим сорнякам развиваться, конкурировала с ними. Ну а поздней осенью, когда начнутся заморозки, с помощью плуга обработаю и переверну пласт земли. Те корни, которые внизу будут развиваться, буду надеяться, что они подмерзнут, и таким методом буду бороться с сорняками. Надеюсь, за несколько лет удастся их побороть. Походу аккумулятор сдох. Ну, последний раз заряжал я его ранней весной, когда после зимы мотоблок достал. Ну а сейчас, скорее всего, из-за того, что часто останавливаюсь, много завожу, глушу, так и подсадил его. Но ничего страшного, кину на ночь зарядиться. Ну а сейчас на такой случай такой техники есть план Б. Был бы он такой у машины моей, то не пришлось бы и за эвакуатор платить, когда стартер сдох.
Вторая фрезеровка корней не так уже и много подоставала наверх. А вот камней тьма тьмущая. Пробежался, пособирал немного, и урожай получилось в 3 раза больше, чем было до того, когда делал это перед тем, как начинать здесь фрезеровать. Но зато было чем заняться, пока корни подсыхали. Очень много времени затратил уже на это поле, а еще и половины не сделал. На то, чтобы профрезеровать один раз, уходит около 2 часов. А на то, чтобы камни пособирать, и того 6. Но, по идее, со временем эти трудозатраты окупятся. Хотя можно было пойти и по другому принципу, дурного али много. Сесть на технику помощнее и возделывать площадей побольше, чтобы получить приличный урожай. Ну а со временем это затея тупиковая, так как урожайность будет падать, придется возделывать площадей побольше, хотя есть эта возможность и позволяет очень много заброшенных. Но у каждого человека ограниченное время, 24 часами в сутки, да еще и поспать нужно успеть. А время – это самый ценный ресурс. Эти текущие затраты можно рассматривать как инвестиции. Сейчас повкалываю над повышением плодородия земли, а со временем буду получать больше урожая с меньшими вложениями времени. Ну, судите сами. В этом году с этого поля я собрал зерновых с урожайностью где-то около 10 центнеров с гектара. А в нормальных хозяйствах средняя, ну, того же ячменя от 40 до 60. То есть потенциал есть в 6 раз, можно сказать. Да и к тому же большинство хозяйств только за год снимают один урожай, а я уже с этого поля снял 2. Ну, не считая камней, конечно. Ну, смотрите сами. Убрал зерновые, получил 10 центнеров. А потом не стал заделывать это поле, а дождался, пока те зерно, которое осыпалось, зайдет и вырастет вместе с сорняками сантиметров 15-20. И сейчас заделал их в землю, повысив количество гумуса. А сейчас еще горчичку посею и к концу года еще раз заделаю и увеличу это количество. Тут главное придерживаться самого важного правила инвестиций – диверсифицировать риски, то есть не ложить все яйца в одну корзину. Ну а риски на этом поле довольно-таки велики, так как юридически оно мне не принадлежит, а принадлежит колхозу, и в любой момент он может его потребовать. Но вероятность этого исхода невелика. Во-первых, на границах маленьких участков образовались межи, создав такой рельеф для средней техники, который очень трудно преодолеть. Ну, конечно, можно с помощью огромной его заровнять, но я не думаю, что ради этого кусочка земли и аппендикса кто-то захочет на большой технике крутиться. Ну, все же, нужно будет защитить свои активы. Сделать так, как посоветовал один из подписчиков в комментариях. И там вон на границах заброшенных земель повысаживать деревья быстрорастущие. Да, к тому же они там уже и попускали сами. Просто нужно время, чтобы они подросли. А потом никто не захочет ради небольшого клочка земли тратить время на то, чтобы их убрать. Тем более здесь в округе очень много полей больших заброшенных, никому не нужных. Ладно, хватит демагогию разводить. Нужно продолжать трудиться, а то на сегодня еще большой объем предстоит сделать. Пройтись на максимальную глубину еще разок, посеять, а потом и закрыть это все. Прошел полполя и закипел мой конь. Начал антифриз выкидывать из трубки. Ну, довольно тяжело ему на всю глубину, да и температура на улице 25. Ну что ж, пока он будет стоять отдыхать, пойду пораскидаю то, что уже прошелся.
На этот раз старался пореже семена разбрасывать, но все равно, смотрю, довольно густо падают. Ну, по идее, ничего страшного, на сидират можно и поплотнее. А к тому же сейчас уже дней теплых будет не так много, сколько тут сентября половину осталось, а там в октябре неизвестно какая погода. Да и ночами уже намного холоднее становится. То может быть еще и не успеет вырасти сильно большой. Но желательно было бы, конечно, чтобы она и не зацвела, так как медонос-то хороший, но для пчел не очень в зимний период, так как с горчицы мед быстро катализуется, и пчелы будут плохо на нем зимовать. Солнце село, а я все еще тружусь на этом поле. Ну, уже все посеял, закрываю. Ну, хотя только еще начал, решил вот пораньше записать, пока еще не совсем стемнело. Ну, скорее всего, я тут и заночую. Хорошо, хоть аккумулятор подзарядил, вовремя он сел. Так домой поеду со светом. Работы вроде тут еще прилично осталось, но хочу сегодня уже закончить, чтобы не возвращаться на это поле с фрезой. Останется только приехать камни забрать. Да и ускориться никак не получится. Вроде бы минимальная глубина нагрузки никакой нету, так думал, может быть, вторую передачу включить, быстрее будет. Попробовал, ну, ехать-то едет быстрее, да вот только фреза сильно крутится и выбрасывает все из-под нее. Камни летят по ногам довольно так больно и неприятно. Вроде бы я их и пособирал все. Да, еще после окончательной фрезеровки тоже с кошиком, пока шел за ним, собирал больше, но все равно они появляются и появляются. Ну ничего страшного, поеду на первой, закончу, как говорится, тише едешь, дальше будешь. Прикатывать посевы так, как это делал там возле пчел, то и не буду. Там-то это имело смысл, так как сеялся сразу после дождя, и прикатав, вся влага осталась, не так испаралась. Ну а здесь я ее практически все выпарил после каждой фрезеровки. И вообще ее, наверное, не осталось. Да и последний раз, когда фрезеровался, тоже вроде бы посеялся и сразу начал закрывать, но промежуток довольно такой большой и уже успела высохнуть. Закатаешь, семенам ничего не останутся. Так и пролежат, долго могут и не взойти, так как в ближайшую неделю вообще опадков не передают. Ну а так оставлю ее рыхлой. Днем 25 передают, ночью 12-15, то за ночь в рыхлой земле вода и будет конденсировать как раз семена и набух.